В Evergreen Logistics по телефону 503-380-23-14. Также для плодотворного сотрудничества мы ищем офисных работников со стажем 503-380-23-14. Анатолий Белинский. Многолетний опыт, эффективность, конфиденциальность и безупречная репутация. Криминальное право, защита от покушений, нападений, воровства и грабежей, автомобильные аварии всех видов транспорта, травмы на работе, нарушение правил дорожного движения, все виды штрафов, включая водителей CDL. Консультация по всем видам страховки и банкротства. Вся консультация бесплатная. 503-290-60-34. Анатолий Белинский. Викс Про Cleaning LLC – компания, специализирующаяся по уборке новопостроенных объектов, жилых и коммерческих, принимает на работу людей с опытом и без, а также приглашает к сотрудничеству субконтракторов. Работаем в Ванкувере, Портленде, а также Сайлеме. Достойная заработная плата. Для подробной информации звоните по номеру 360-600-84-59. 360-600-84-59. Хотите отправить машину в Украину? Звоните 253-383-07-71. Можно отправить машину на Украину? Да, звони 253-383-07-71. Точно можно отправить машину на Украину? Без проблем. Запиши телефон 253-383-07-71. А я хочу отправить машину в Грузию. Конечно, дорогой. Звони 253-383-07-71. Pacific Atlantic Express. Отправляем машины уже 27 лет. Мы ваш надежный партнер по отправке машин на Украину, в Грузию, Россию и другие страны. Звоните 253-383-07-71. Отправка машин на Украину. 253-383-07-71. Аварии, рабочие травмы, несчастные случаи. New Spine Chiropractic поможет вам восстановить здоровье. Доктор Чейз Джентри и его команда работают в Портленде и примут вас в рабочие дни с 7 утра до 7 вечера, а также в выходные дни. Если возникла проблема со здоровьем, звоните сразу 971-235-40-33. New Spine Chiropractic. Мы помогаем людям более 6 лет. 971-235-40-33. Новые клиенты получат бесплатную подушку или стимулятор мышц. Slavic Christian Academy – это двуязычная христианская школа с уникальной программой изучения общеобразовательных предметов, библейские уроки, изобразительное искусство, физкультура, музыка, участие в национальных конкурсах и соревнованиях. И главное – единство всех и уникальность каждого. Для регистрации в Портленде и Ванкувере звоните 360-608-29-12. Веб-сайт www.slavicacademy.org. Интернет-портал Slavic Family. Самые свежие местные и мировые новости. www.slavicfamily.org. www.slavicfamily.org. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Я Baruch Avrahamovich. Всех любящих Израиль приглашаю в эфир на передачу от партии «Библейский блок в Израиле». Каждый понедельник в 2 часа дня на Slavic Family Radio. Мы уезжаем в Израиль. Добрый день, дорогой Портленд, дорогие слушатели Slavic Family Radio. Я Baruch Avrahamovich. Сегодня начинаю наш эфир от партии «Библейский блок в Израиле» в 2 часа дня, каждый понедельник. С нами в студии сегодня Ави Лепкин, и мы проверим нашу связь. Ави, шалом. Шалом, шалом. So you sound good, and today we're talking with you about 8th day of Hanukkah. Your 8th day of Hanukkah already finished in Israel, right? Yesterday. We're still having our last day.
And I understand we'll be talking today about Jordanian minister statement, and I will read it to our listeners right now, so just give me a second. Дорогие друзья, у нас в студии Ави Липкин, президент, или еще не президент Израиля, но президент нашей партии «Библейский блок в Израиле». Сегодня мы будем говорить немного о Хануке. Вообще-то сегодня мы празднуем последний день Хануки. А конкретно мы будем говорить о выступлении министра Иордании, которое он сделал о Хануке. И я прочитаю то, что Ави написал, я перевел здесь. Очень интересная такая у него позиция. Министр Иордании говорит: Ханука — современный колониалистический, а не древний праздник, опасный для христиан и мусульман. В официальном иорданском издании «Эль-Гад» сегодня была опубликована статья иорданского министра по делам Иерусалима Абдаллы Кенаана о том, что Ханука не древний священный день, а современное изобретение израильских колонизаторов с намерением идеализировать храмовую гору. Ханука ставит под угрозу христиан и мусульман. И теперь комментарий Ави. Теперь я писал об этом много раз в прошлом, особенно о моей встрече с бывшим послом Ватикана, архиепископом Петром Самби, около 13 лет назад, когда меня пригласили в посольство Ватикана, чтобы рассказать ему о моих планах создания Иудео-христианской политической партии. Библейский блок Израиля. Он попросил меня никому не говорить, чтобы его положение не подверглось опасности в высших кругах в Ватикане. На что, когда мусульманин Вак столкнулся с ним относительно того, действительно ли существует храм на Храмовой горе, он сказал: если бы не было храма на Храмовой горе, где Иисус перевернул столы обменников денег, где он отпраздновал свою бар-мицву, и когда Иисус отправился на Хануку, вопросительный знак, как и написано в Иоанна 10 глава, 22 стих. Посол Сами сказал им: любая атака на еврейскую Библию — это атака на Новый Завет, а любая атака на иудаизм — это атака на христианство. Очень важно помнить, что Ханука важна для христиан, потому что если бы греческие язычники победили Маковеев в 165 году до нашей эры, иудаизм не был бы заменен многобожием язычества. То есть иудаизм был бы заменен многобожием язычества. Следовательно, не было бы христианства и Иисуса. Таким образом, Ханука должна быть в центре веры каждого христианина. И, кстати, я иду на конечности для этого. Ханука должна быть святой и для мусульман, так как они также утверждают, что верят в единого Бога. Если бы языческие политеисты, селевкиды победили Маковеев, не дай Бог, не было бы и ислама. Я думаю, что король Иордании Абдалла должен исправить своего министра по делам Иерусалима. Avi, this post actually makes a lot of sense and a lot of logic. So, what made you post this? Well, firstly, we are in a very, very unusual time in which really Judaism and Christianity together are being attacked by different types of non-believing ideologies. I will have to translate. Мы находимся сейчас в такое время, когда иудаизм и христианство находятся под атакой разных идеологий. So, for example, I know it's not exactly the subject today, but I will tell you now. In 1990, there was an article in the Jerusalem Post quoting a Catholic source that the real reason for the ethnic cleansing of Bethlehem was not the Jewish people, but Islam.
В 1990 году в иерусалимской газете Jerusalem Post была опубликована статья, что настоящая причина в Вифлееме, что убивали детей, была атака на мусульманство. And that Bethlehem, until 1990, pretty much was 85% Christian. И до 1990 года Вифлеем был практически христианский, где-то 85%. But after 1990, it was 85% Muslim. Но после 1990 года он был 85% мусульманским. And so an article to this extent was written by a Catholic priest, George Abuhazen. И эта статья была написана католическим священником Джорджем Абухазеном. And this appeared in the Dominican magazine Terra Santa. И это было опубликовано также в католическом журнале Миросата. And the next day, there was another article in the Jerusalem Post that yes, translate. На следующий день также была издана еще одна статья. That Father George Abuhazen received the death sentence from the Hamas. Что папа этого писателя Джорджа Абухазена получил смертельный приговор от партии Хамаса. And the following day, in other words, 2 days later, another article appears that the Catholic Church made an agreement with the Hamas to remove all of the magazines with this article in it. И еще через день была публикация, что католики сделали мирный договор с Хамасом, чтобы убрать все журналы с этим изданием. And so I decided that this is a magazine that I really needed to buy. И я решил, что этот журнал я очень сильно должен купить. So I went to all the bookstores in Jerusalem, and they were selling the Christian magazines, and they told me that all the magazines were removed from the stores. И я ходил по всем христианским магазинам, стараясь найти этот журнал, но мне сказали, что все журналы уже были забраны. And I'm a very, very stubborn person. Я очень человек упрямый. And so I decided to go to the Franciscan order in Jerusalem. И я решил пойти в ордер Франциска в Иерусалиме. And I went to their bookstore. И я пошел в их магазин. And I told them a lie which was based on the truth. I said to them that I was studying at the Jewish Theological Seminary and was doing research on the Catholic Church. Я им сказал, как бы обманул их, сказал им обман, который был построен на правде. Я им сказал, что я делаю исследования о католической церкви. And I asked them how much do their magazines cost. They said $5. Я спросил, сколько это стоит. Журнал, они сказали $5. I said, give me all of your magazines for 1990. Я им сказал, дайте мне все журналы за 1990 год. It was 6 magazines bi-monthly, and I didn't say I wanted specifically the November-December issue. Это было 6 журналов, они издавались через каждый месяц. Я им не сказал, что мне нужен конкретный журнал за определенный месяц. Я взял за весь год. And they sold me the 6 magazines. И они продали мне 6 журналов. And I went literally running to the bus to go to Tel Aviv. И я прямо побежал к автобусу, чтобы уехать в Тель-Авив.
And I went directly to the Army spokesman's office where I was serving in the reserves. Я пошел напрямую в офис армейского, в армейский офис, где я тогда служил. And they called up an Italian-speaking Israeli officer. И они позвали итальянского говорящего офицера. And so he translated the article of George Abu Hazem into Hebrew. И он перевел эту статью Джорджа Абухазена на иврит. And of course, I translated this into English, and this appears in my very first book, Is Fanatic Islam a Global Threat? И я перевел это на иврит, и эта статья, она находится в моей книге «Исламская как это перевести? Threat. Фанатический ислам is a global threat. Угроза, исламская угроза на мир. And I felt, I still feel that this is a very historic article. И я до сегодняшнего дня считаю, что это был очень историческая публикация. Because right here was an article by a Catholic priest, and this was in the Franciscan magazine, that the Muslims were to blame for the exodus of the Christians from Bethlehem. Потому что здесь была статья католического священника о том, что мусульман нужно винить в том, что христиане оттуда ушли. And so the Muslims used lies and threats to scare the Christians. И то есть мусульмане, они используют обман и угрозы против христиан. By the way, today Nazareth, which is in Israel, is 65% Muslim. И сегодня Назарет, который находится в Израиле, он 60% мусульманский. And the Christians are moving out. И христиане оттуда уезжают. And so indeed there are Arab Christian villages, and they accept all these Christians leaving Nazareth. И вокруг находятся арабские деревни, которые принимают этих христиан, которые уезжают из Назарета. But the great lie from the Palestinian Authority and from Jordan is that it is Jews that are the problems for the Christians. Но большой обман, который исходит из палестинской автономии, это то, что евреи являются причиной того, что христиане уходят. So while the Christian population in the Palestinian area is shrinking, the Christian population in the Jewish area is growing. И в тот же момент, когда христианская численность в мусульманских районах уменьшается, христианская численность в еврейских районах увеличивается. And of course, one of the purposes of my Bible Bloc party is to protect the Arabic-speaking Christians. И одна из частей направлений нашей политической партии это чтобы защищать арабских христиан в Израиле. And we have Arabic-speaking Christians in our party. И у нас есть арабские христиане в нашей партии. So this is the first established lie about Bethlehem and the Catholic Church, which I have discovered. И это первый доказанный обман по поводу мусульман и Вифлеема, который я доказал. And indeed, the Christians who live in the Palestinian areas are very, very scared. И на самом деле христиане, которые живут в палестинских районах, они очень-очень запуганы. And so when the Jordanian Minister for Jerusalem Affairs says that Hanukkah is a threat to the Christians, this is completely crazy.
И когда иорданский министр по иерусалимским политическим связям говорит, что Ханука это угроза, это просто невероятно. So, as I wrote in the article which you read, when I started working to create my party, I went to meet with the Vatican ambassador in Jerusalem. И вот как я описал в том посте, который я только что для вас прочитал, я пошел и я встретился с министром в Ватикане. And it was funny. The Vatican ambassador said to me, "Really, I only have 5 minutes for you. I have a very important meeting." И очень смешно, что ватиканский министр сказал, что у меня тут всего лишь 5 минут для тебя. У меня есть очень важная встреча. But finally, I sat with him for 1 hour. В конце концов, мы просидели около 1 часа. And really, the purpose of my meeting was just to give him my books. И в реальности цель моего визита к нему была передать ему мои книги. Now, Archbishop Pietro Sambi, the Vatican ambassador, said to me that he was an historian. Петр Самби, этот министр Ватикана, сказал мне, что он на самом деле историк. And that he would be happy to take all of my books to the Vatican. И он будет очень рад, чтобы передать все мои книги, взять все мои книги в Ватикан. And that my books would be reviewed by the Vatican. И что мои книги будут пересмотрены Ватиканом. But the meeting went much longer than expected. Но встреча, она на самом деле прошла намного дольше, чем ожидалось. And he said to me something secret. И он сказал мне что-то по секрету. He said, "Please don't talk about this, what I'm going to tell you. Keep it in confidence." И он сказал, не говори, пожалуйста, это никому, о чем мы с тобой будем говорить. Держи это при себе. He said that as the Vatican ambassador, his responsibility is to meet with Jews, Christians, and Muslims. Его задача как представитель Ватикана встречаться с мусульманами, христианами и евреями. And in one of his meetings with the Muslims, they started to pressure him. Was there a temple on the Temple Mount? И на одной из встреч с мусульманами мусульмане стали на него давить. Находился ли храм на Храмовой горе? Now, it's very interesting that the tour pamphlets for the Temple Mount, printed by the Muslims, until 1964, said that the temple really existed. Интересно, что до 1964 года брошюра, которая была напечатана мусульманами с картой Храмовой горы, говорила о том, что на этой горе находился храм. Now, in 1964, with the founding of the PLO, the Palestine Liberation Organization, с 1964 года, когда была образована PLO, это палестинская партия освобождения, all of a sudden, now they are changing the history, revising the history. С того момента они начали переделывать историю. And they are saying there was never a temple on the Temple Mount. И они начали говорить, что никогда на Храмовой горе не было храма. This is all imagination of the Jews. Что это все выдумки евреев. And so they said to Ambassador Sambi, "What do you think?" И они спросили посланника Петра Самби, что ты думаешь по этому поводу? And listen, he's a diplomat. His role to debate with the Muslims.
И он является дипломатом, его задача это дебатировать с мусульманами, то есть не дебатировать с мусульманами. His job is to be a conduit of information to the Vatican and from the Vatican. Его задача просто передавать информацию к Ватикану и от Ватикана. And so he tried his best not to debate with the Muslims. И он старался как мог не дискутировать, не спорить с мусульманами. And they said to him, listen, you are archbishop, you are a historian, we are sure you have an opinion, and you must tell us your opinion. И они ему сказали, слушай, ты являешься аркбишепом, это главный министр, или там, и ты являешься, у тебя должно быть, и плюс ты еще историк, у тебя должно быть свое мнение. So he said, listen, we love the Muslims, we love the Arabs, and this is the official line of the Vatican. И он сказал, послушайте, мы любим мусульман, мы любим арабов, и это официальная позиция Ватикана. You are not answering the question, they said. Если ты не отвечаешь на наш вопрос. Was there a temple or was there not a temple? Был ли там храм или не было там храма? And he said, listen, if you are forcing me, I will tell you what I think. И он сказал им, если вы так на меня давите, то я вам скажу, что я думаю. It says in the New Testament that Jesus overturned the money changers' tables. Написано в Новом Завете, что Иисус перевернул столы, когда деньги меняли. It says that Jesus had his bar mitzvah at the temple. Написано, что Иисус имел свою бар-мицву в храме. And it says in verse 22 that Jesus visited the temple on Hanukkah in the winter. И написано, что в Иоанна в 22 главе написано, что Иисус посетил храм на Хануку зимой. And this is in our book. И это в нашей книге. And it's in the book of the Jewish people that there was a temple. И в еврейской Библии тоже написано, что был храм. So if you Muslims are attacking Judaism, you are attacking Christianity. И поэтому, если вы, мусульмане, атакуете иудаизм, вы атакуете христианство. And so he said, I said, Avi, you have to keep this secret. Don't tell anyone. Но мне сказал Авид, тебе нужно держать это в секрете и никому об этом не говорить. After he met with me, by a few weeks, he was then promoted as the United Nations ambassador. In other words, the Vatican ambassador to the United Nations in New York. И через несколько недель после того, как он со мной встретился, и он поднялся в своей позиции на посланника от Ватикана в United Nations в Нью-Йорке. And later he had some kind of a transplant and he died. И позже он имел пересадку, какую-то пересадку какого-то органа, и он умер. So after he died, I could not get him into trouble anymore, so I started to reveal the story. И после того, как он умер, я больше не мог делать ему проблем, поэтому я стал рассказывать эту историю. But I think we can all agree that anyone who says there was no Ivy, I lost you for a second. I'm saying that anyone who says that there was no temple on the Temple Mount is a big liar, because there was a temple, obviously. Что я хочу сказать, что любой, кто хочет сказать, что не было храма на Храмовой горе, является большим обманщиком. And so, of course,
when I saw this speech in the Jordanian newspaper by the Minister for Jerusalem Affairs, this was another lie. И поэтому, когда я увидел выступление иорданского министра по иерусалимским делам, я увидел большой обман. When he says Hanukkah is an imperialist, colonialist holiday of the Jews, and it's a new holiday, it's not an ancient holiday, this is a lie. Когда он сказал, что Ханука — это новоиспеченный праздник колониалистов евреев, то это большой обман. Because Jesus visited the temple on Hanukkah. Потому что написано, что Иисус посетил храм на Хануку. So no true Christian can agree with the lie of this Jordanian minister. И поэтому честный христианин никогда не сможет согласиться с выступлением иорданского министра. And so I wanted to add something else also. Я хотел что-то еще добавить. That the war between the Maccabees and the Greeks, the pagans, was in 165 BC. Что война греков и маккавеев была в 165 году до нашей эры. Judaism is a monotheistic religion. Иудаизм — это религия единобожья. And the Greeks were polytheists. А греки были многобожие. And if the Greeks had defeated the Maccabees, there would be no Judaism. Если бы греки тогда победили евреев, то не было бы иудаизма и не было бы единобожия. Because the purpose of the Greeks was to destroy the Jewish religion. Потому что цель греков была уничтожить иудейскую веру. And so without the Jewish religion, without the victory of the Maccabees, 165 BC, there would be no Jesus, there would be no Christianity, because Jesus and Christianity come out of Judaism. И поэтому, если бы это случилось, то не было бы ни Иисуса, не было бы ничего, потому что Иисус вышел из иудаизма. And so all Christians really should be celebrating Hanukkah. И поэтому все христиане на самом деле должны праздновать праздник Хануки. And indeed, without Hanukkah, there's no Christmas. И потому что без Хануки не было бы Рождества. Again, you have to remember that I have political reasons for what I'm saying. И, конечно, вы должны понимать, что у меня есть политический интерес к тому, что я говорю. The Jews and the Christians together believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Потому что евреи и христиане, они верят в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Together, the Jews and the Christians believe in the Old Testament. Вместе евреи и христиане верят в Старый Завет. Together, the Jews and the Christians believe that the Messiah is a Jew from Israel who speaks Hebrew. Вместе евреи и христиане верят, что Мессия — это еврей из Израиля, который говорит на иврите. This is at the basis of the Judeo-Christian Bible Bloc Party that I'm leading. Это является и находится как фундамент библейской партии Израиль. So this is something which, believe it or not, I said in the article that even the Muslims should celebrate Hanukkah. И это, верьте или не верьте, но это то, о чем я написал в моей статье, что и мусульмане должны праздновать праздник Хануки. Because the Muslims claim that they believe in one God. Потому что мусульмане говорят, что они верят в единого Бога. But if the Greeks had won, then there would be no Islam either.
Но если бы мусульмане, то есть если бы греки выиграли, то ислама бы тоже не было. So Hanukkah is very important for all people who are monotheistic. И поэтому Ханука является очень важным праздником для всех верующих, которые являются верят в одного Бога. So I said to King Abdullah of Jordan that he needs to correct this minister. И поэтому мы говорим царю Иордании Абдалы, что ему нужно исправить своего министра. If he doesn't correct the minister, then he is also guilty of lying. Потому что если он не откорректирует своего министра, то он тоже будет виноват в обмане. See, the problem here is that the God of Islam is indeed monotheistic God. Проблема в том, что Бог в исламе, он также один Бог. But their one God is different from the one God of the Jews and the Christians. Но их один Бог, он разный, другой от Бога евреев и христиан. The God of the Jews and the God of the Christians is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Бог евреев и христиан — это Бог Авраама, Исаака и Якова. It says this in the New Testament 7 times. В Новом Завете это говорится 7 раз. Now, the God of Islam is a different God. Бог ислама — это другой Бог. The God of Islam is the moon God, the war God, and the sword God. Бог в исламе — это Бог Луны, Бог меча и Бог еще чего-то. And their God basically is a God which hates everybody who doesn't believe in that God. И Бог в исламе просто как бы ненавидит всех, кто не верит в Него. And the Muslims say that the Jews, the Christians are the people of the Bible. И мусульмане говорят, что евреи и христиане — это люди Библии. But the Quran, the book of Islam, replaces the Bible. Но Коран, он заменил Библию. So Islam replaces Judaism and Christianity. И так как поэтому ислам, он заменяет иудаизм и христианство. Their Quran replaces the Bible of the Jews and the Christians. И Коран заменяет книгу евреев и христиан. And their Mahdi, their savior, is coming to kill the Jews on Saturday and the Christians on Sunday. И поэтому их Махди, он скоро придет, чтобы убить христиан в воскресенье, а евреев в субботу. And of course, they have to kill the pagans. И, конечно же, они должны убить всех язычников. They have to kill the Hindus of India. Должны убить индусов в Индии. They have to kill the Buddhists, including the Chinese. Они должны убить буддистов, включая китайцев. They have to kill the blacks in Africa, who they call monkeys. Должны убить черных в Африке, кого они называют обезьянами. And then the Muslims kill each other. И потом мусульмане убьют друг дружку. The Sunnis kill the Sunnis. Суддис будут убивать суннис. The Shiites kill the Shiites. Шииты будут убивать шиитов. And the Sunnis and Shiites kill each other. И потом сунниты и шииты будут убивать друг дружку. And so really, indeed, Islam is out to destroy the Jews and the Christians, but they pretend that they are defending the Christians. И получается, что в реальности ислам, он хочет убить и евреев, и христиан, но они хотят себя показать, что они защищают христиан. Now, politically, we have to remember that the United Nations backs the Muslims. Политически мы должны помнить, что ООН, Организация Объединенных Наций, они защищают мусульман.
I think UN in Russian is Obedinenie Nazi. Anyway, this is from my stamp collection. I remember Obedinenie Nazi as the UN. Anyway, so but what I'm saying is that the Christians should be very offended when they back the Muslims and say there is no connection to the Jews, because if there's no connection to the Jews on the Temple Mount, then there's no connection to the Christians. Что я хочу сказать, что христиане на самом деле должны быть немножко озабочены и обижены, когда они слышат такие высказывания, что нету никакой связи между евреями и Храмовой горой. Because to say that there is no temple on the Temple Mount, this is this is offensive. This is an insult to the Christians also. Потому что если говорить, что не было храма на Храмовой горе, это является оскорблением христианам также. It completely disqualifies the New Testament. Это полностью уничтожает Новый Завет. But I do not see the Christians rising up and fighting the United Nations decision. И как бы я не вижу, чтобы христиане поднимались и воевали с решением Организации Объединенных Наций. I cherish the memory of Archbishop Pietro Sambi. Я помню воспоминания и как бы помню самого этого Петра Самби, католика. He was a courageous man. Он был очень смелый человек. And he spoke the truth. И он говорил правду. But the Vatican is pro-Muslim. Но Ватикан, он является за мусульман. And the Protestant churches are silent. И протестантские церкви, они сейчас молчат. And the Orthodox churches, I don't hear from them. И также мы не слышим ничего от ортодоксальной православной церкви. 2 billion Christians in the world of all the denominations should be fighting for the legitimacy of the New Testament. 2 миллиарда христиан Нового Завета должны заступиться за легитимность Нового Завета. This is not about the Jews. This is about the Jews and the Christians and all people who believe in one God. Это не только просто за евреев, но это за евреев и за христиан, и за всех людей, которые верят в Библию. Not just the Bible, believing in God. And the Muslims should be celebrating Hanukkah also. Otherwise, they'd be totally pagan. И даже не просто в Библию, а вообще людей, которые верят в Бога Авраама, Исаака, Якова, потому что мусульмане, они тоже должны праздновать Хануку, потому что без Хануки не было бы и ислама. Now, I don't know if you remember Baruch, but when I was in Switzerland, I received a 3-year jail sentence. Когда я был в Швейцарии, мне дали 3 года тюремного заключения. It was commuted to 10 years probation. Потом это переделали в 10 лет условного заключения. But if the ideology of Islam is to kill the Jews on Saturday and kill the Christians on Sunday, and to kill the Hindus, and to kill the Buddhists, and to kill the blacks, and then the Muslims kill each other in the name of Allah, this is not a religion. This is a criminal psychosis. Но если идеология ислама убивать христиан в воскресенье, убивать евреев в субботу, убивать индусов и всех остальных, и в конце концов убивать самих себя, то это не религия, а это получается какой-то диагноз.
And Allah is not the God of the Jews and the Christians. И Аллах, получается, не Бог евреев и христиан. Allah is the moon god, the war god, and the sword god. Аллах является Богом Луны, Богом войны и Богом меча. And when the Muslims pray and they say Allahu Akbar, this does not mean God is great. И когда мусульмане молятся Аллах Акбар, это не значит, что Бог великий. But it means that Allah is greater than the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Это значит, что Бог более величен, чем Бог Авраама, Исаака и Якова. Now, if you are a Christian believer, who said he was greater than God? Satan. И поэтому, если вы христианские верующие, и помните, что написано в Писании, кто сказал, что он больше, чем Бог, сатана? Because the Muslims say 5 times a day, Allahu Akbar, 5 times a day they are praising Allah over the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Потому что мусульмане 5 раз в день говорят Аллах Акбар, и то есть 5 раз в день они говорят, что Бог ислама больше, чем Бог Авраама, Исаака и Якова. So basically, this is a war between God and Satan. И поэтому это получается, что это война между Богом Авраама, Исаака, Якова и сатаной. And if King Abdullah and his minister are lying about the Temple Mount and about Hanukkah, it's because their plan is to destroy Israel. И поэтому, если царь Иордании и его министр, они обманывают по поводу Хануки, то их цель уничтожить, то они уничтожат хотят уничтожить Израиль. And to destroy the Christians. И уничтожить христиан. Now, of course, you've heard of Constantinople. Avi, we have a question from our listeners. If you can make a difference between radical Islam and regular Islam, because it's like in the United States we have this what do you call it, non-discrimination laws. So somehow we need to find this common ground where we need to I don't know, somehow explain that maybe there's a difference between radical Islam and then there's other people who believe in God of Abraham, Isaac, and Jacob, because I'm sure there's people who believe in Islam. They're not necessarily supporting the idea of king or this minister who's against Jews and Christians. And let me translate this question. Поступил вопрос от наших слушателей, чтобы разъяснить все-таки разницу между мусульманами, которые настроены радикально для убийства и завоевания мира, и от простых мусульман, которые просто верят в Бога, и Авраама, Исаака, Якова, также и как бы читают Коран, но не настроены и не понимают, что Коран учит именно убивать. Okay, now first let me say one thing. I love the Muslims. Muslims are good people. Хочу сразу сказать, что я люблю мусульман, и мусульмане это хорошие люди. 70% of the Muslims in the world do not know how to read or write. 70% мусульман в мире не умеют ни писать, ни читать. They are not guilty of the ideology. Они невиновны в идеологии. There are also many of the 30% who do read and write who don't read the Quran or go to the mosque. И есть 30%, которые
умеют читать и писать, но которые не читают Коран и не идут в Москву. Muslims are human beings, and God loves them. Мусульмане — это человеки, люди, и Бог их любит. My message is not against the Muslims. Наше послание не против мусульман. Now tell me, are all German people bad people? Скажите мне, все германцы — это плохие люди? No, Germans are fantastic people also. Германцы — фантастические люди. But Nazis are not. Но нацисты — нет. And so I say similarly, Muslims are good people, but Islam as an ideology is a terrible system. Поэтому я говорю, что мусульмане — это хорошие люди, но ислам как идеология религии — нет. So if anyone disagrees with me, it's okay, but they should think about the Nazis. Nazis were horrible people. И поэтому, если кто-то не согласен со мной, подумайте про аналогию с Германией и с нацистами. And as you know, the Soviet Union lost, 20-30 million people. И в Советском Союзе во время войны погибло 20 или 30 миллионов людей. Because of the Nazis. Потому что нацисты пришли. But 20 million Germans also died in World War II. Но 20 миллионов германцев также погибли во время Второй мировой. And so the Nazi system was not good for Germany. И поэтому система нацистов, она не была хороша для Германии. And the Islamic system is not good for the Muslims. И поэтому исламская система тоже нехорошая для мусульман. Do you know where the Muslims are happy? They're happy in Israel. Если вы знаете, где мусульмане счастливы, они счастливы в Израиле. They're happy in America. Они счастливы в Америке. They're happy in the European countries. Они счастливы в европейских странах. Wherever the government is Christian or Jewish, the Muslims are just okay. They're fine. Где находится, где правительство является христианским или еврейским, то мусульмане там очень счастливы. But when they become the majority government, they kill the Jews, they kill the Christians, they kill everyone. Но когда они приходят к власти и забирают власть в свои руки, они убивают христиан и убивают евреев. So there was a book written by Samuel Huntington. Была написана книга Самуилом Хантингом. And the book is called The Clash of Civilizations. Книга называлась «Столкновение цивилизаций». When I was in Moscow, I was on Radio Moscow. Когда я был в Москве, я был в Москве на радио. And I said, this was in June of 1994. Это было в июне 1994 года. It was a program of Radio Aleph. Это была программа на радио Алеф. I said, all the Christian nations and Israel must be allies in the war against Islam. Я говорил, что все христианские страны и Израиль должны быть в одной коалиции против войны с исламом. I said that Mother Russia was fighting Islam for 1,000 years. Я им говорил, что Россия, большая Россия, она воевала с исламом уже 1000 лет. This is a war between God and Satan. Это война между Богом Авраама, Исаака, Якова и сатаной. Muslims are good people. Мусульмане — это хорошие люди. By the way, 85% of the Palestinians were forced to convert to Islam. И хочу сказать, что 85% палестинцев их заставили принять ислам.
You look at many of the Palestinians and they look Israeli. Когда смотришь на палестинцев, они выглядят как израильтяне. There used to be if you remember in history, Byzantium. Там, если вы помните, раньше находилась Византия. Avi, we have few minutes left, actually like 1 or 2, and I wanted to kind of continue this to the next show because I think today's show was a little bit like very harsh. Because when you compare Muslims to like Satan or their God fighting against Christians and Jews, my mind throws me back a few hundred years ago or even 1,000 years ago when the Catholic Church was fighting when there wasn't Muslim faith, and the Catholics were fighting Jews as well under the pretext of Jesus Christ. I mean, so could it be that the ideology of the Christians has changed over the centuries, and now when we're talking about Islam, can it be that ideology of the radical Islam that was brought up centuries ago, now when we live in 21st century, also has a chance of eventually evolving into a religion of love and peace and tolerance. And I will translate what I just said. Из-за того, что время у нас заканчивается, то хотелось бы перенести нашу беседу. Мне кажется, эта беседа очень такая важная и сильная на самом деле, которая касается религиозных убеждений. Когда мы сравниваем, и мой вопрос Ави на передачу на следующий раз, когда мы сравниваем, что Ави сказал, как ислам смотрит на христианство и иудаизм, и почему они сейчас идут против исторических фактов, нельзя ли это каким-то образом провести параллель с тем, что христианская церковь делала во время католической церкви, когда не существовало мусульманства, когда была только католическая церковь, и были крестовые походы, и были всякие убиения евреев и всех инакомыслящих. И смотря сейчас, уже вот прошло, скажем, там 1000 лет или сколько-то, что мы видим, что протестантизм вышел, отделился, и даже вот последние 100 лет мы видим, что все-таки люди, даже в христианстве, они все больше и больше и больше понимают, что их религия, она призывает людей к терпению, к любви. Хотя раньше же тоже как бы призывала в Новом Завете, но все равно церковь использовала свою книгу Нового Завета, чтобы убивать и истреблять во времена крестовых походов. И можно ли написать вот это вот, как бы сделать такую параллель между радикальным исламом и то, что мы видели на протяжении вот последних годов, и там от определенного количества радикально настроенных верующих в исламе, и просто как бы есть ли возможность или шанс такой посмотреть, что в будущем у нас есть, и у мусульман также есть шанс к тому, что сама идеология веры в исламе, она тоже будет направлена не на истребление Израиля и христиан, но к любви, к пониманию, к толерантности, как мы и видим уже во многих странах, особенно вот в последние года мы видим в Саудовской Аравии, мы видим там в других маленьких странах, которые начинают в Египте дружить с Израилем. Конечно же, это Иран, они все-таки, вот Турция, они все-таки еще немножко находятся на такой стороне против Израиля. И эту тему мы переведем на следующий раз. Avi, we need to finish our show. I hope, because it's already 3, and I hope let's
prepare for the next program and Sure. and continue. I thank you very much, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами и желаю вам всего хорошего в новом году. До свидания. You are listening to KXET 1130 AM, Stereo, Mount Angel, Oregon, Radio Slavic Family. Журнал «Афиша» – путеводитель и помощник славянской общины в штатах Орегон и Вашингтон. Орегон и Вашингтон. Орегон и Вашингтон. Выгодно продайте свою недвижимость в Орегоне и Вашингтоне с риэлтором-профессионалом Александром Сорокиным. Полная комиссия всего 3,9%. Обращайтесь по телефону 503 863 93 69. 503 863 93 69. Kelly Wright Real Estate. Пришло время заключить, обновить или изменить план медицинского страхования. Мы готовы вам помочь. Посетите веб-сайт www.oregonhealthcare.gov. Здесь вы найдете агента, который персонально для вас разъяснит все возможные варианты и поможет выбрать план медицинского страхования идеально.